Дорогие друзья, всем привет! С вами Людмила. Сегодня предлагаю вам связать вместе со мной вот такие летние босоножки. Чем еще заниматься длинными, долгими зимними вечерами, как не летней обувью, правда же? Ну что ж, приступим. Для этих босоножек мне понадобилась стелька и подошва. Подошву я купила. А стельку искала, думала, из чего ее сделать. Можно самим смастерить, обвязать тканью и так далее. Я вам скажу, просто купила в аптеке такие спортивные стельки, хорошие, в общем-то, дышащие. И самый большой размер и вырезала под эти босоножки. И буду их обвязывать, и стельку, и подошву. Приготовим несколько маркеров, они нам понадобятся. Крючки беру 2,5 для обвязки подошвы и стельки и 3 крючок миллиметра для вязания самого изделия. И, конечно же, пряжа. У меня Катя Гэтсби Non-Stop Creative. Очень люблю эту пряжу. Я уже из нее вязала изделие. Она не тянется, отличная просто по качеству. Очень красиво смотрится изделие. Она блестящая такая. Тут в составе 77% вискозы, 15% полиамида и 8% полиэстера. Вот такая пряжа. Я буду ее использовать, чтобы босоножки выглядели празднично, так красиво и на солнце переливались. Начинаю с обвязки подошвы. Сделала отверстие по всей окружности подошвы через полсантиметра и провязываю столбиками без накида. В каждое отверстие 2 столбика без накида. С середины пятки начинаю и вяжу в каждое отверстие по 2 столбика без накида. Первое отверстие 1 столбик. Так как пряжа у меня очень такая крепкая, я прямо ею обвязываю. Можно обвязать, конечно, подошву и капроновой нитью в цвет подошвы. Если у вас будет нить для вязания другая, там, например, хлопчатобумажная, то можно лучше всего, конечно, тогда капроновой взять, обвязку сделать. И обвязываем по всей окружности вот таким образом, как я показываю. И потом доходим до конца ряда. В конце ряда мы здесь довязываем последние 2 столбика в последнее отверстие. И где у нас было одно, мы начинали первое отверстие 1 столбик, довязываем туда 2 столбик. И потом в первую петлю провязываем соединительный столбик. Все, мы ряд закончили. Теперь эту нить мы можем просто обрезать. А дальше будем приступать уже к обвязке стельки. Аналогично подошве мы пробили отверстие на стельке и, поворачивая ее лицом к себе, стельку, внутренней стороной, на которую ножка будет наступать, мы начинаем также обвязывать по 2 столбика без накида по всей окружности самой стельки. Первое отверстие провязываем 1. Провязываем по 2 столбика в каждое следующее до конца ряда. В конце ряда, там где у нас был 1 столбик, довязываем 2 и соединительный столбик в первую петлю. Таким образом здесь у нас одна петля провязана, 1 столбик, провязываем еще 1 столбик без накида сюда в первую отверстие и потом соединительный столбик в первую петлю провязываем. Таким образом мы закончили нашу стелечку обвязывать. Нить теперь можно обрезать. И сейчас мы будем связывать вместе стельку и подошву, потому что это у нас босоножки. Тут открытая у нас подошвочка будет, стелечка, поэтому сейчас мы их свяжем вместе. Ниточки все эти прячем, концы нитей. В принципе, процесс тут будет простой. Мы сейчас закрепляем
этими маркерами стельку, чтобы она не двигалась, потому что будет неудобно. Если будет двигаться, косо можно просто обвязать. Поэтому закрепляем с 4 сторон. Она будет устойчива. И тогда мы просто в каждую петлю стельки и в каждую петлю подошвы будем провязывать соединительный столбик по всей окружности этого башмачка. Сразу думаем, мы после обвязки, вот связки стельки с туфелькой, с подошвой, мы будем вывязывать пятку. Поэтому и начнем вязать вот здесь, вот с этого места, вот где-то вот так, чуть больше середины пятки. И отсюда мы начнем привязываться. То есть берем петельку на подошве и петлю на стельке и связываем их соединительным столбиком. Затем следующую берем петлю на подошве и следующую петлю на стельке и тоже соединительный столбик. И вот таким образом каждую петелечку по всей окружности связываем и приходим опять же в это же место, в начало ряда. Очень туго я обвязала подошву и стелечку, поэтому очень туго проходит крючок, но ничего, зато потом очень хорошо будет плотно сидеть верхняя часть изделия. Провязываем до конца ряда, приходим вот сюда. Здесь заканчиваем ряд соединительным столбиком, одну петлю подъема, и дальше будем вязать до той стороны пятки, просто столбиками без накида. А вот эту первую петлю, где у нас начинается обвязка пятки, намечаем маркером, чтобы потом мы знали, куда будем возвращаться. Замеряем ровно, чтобы у нас была пяточка стояла, и с той стороны тоже ставим маркер. Вот это у нас будет ряд. Первый ряд пятки от маркера до маркера. И начинаем вязать столбиками без накида. От одного маркера до следующего на той стороне. Здесь можно маркер убрать
И разворачиваем вязание, вяжем изнаночный ряд, тоже с столбиками без накида, и начинаем вязать со второй петли от крючка. И с этого ряда я уже поменяю крючок на троечку. Очень сложно вязать двоечкой, вообще плотно получается. Но вот низ мне именно такой нужен, а дальше уже можно чуть-чуть посвободнее. Вяжем столбики без накида со второй петли, чтобы у нас немножко наскос пятка шла. Доходим до конца ряда, провязываем все петельки, вот самую последнюю петлю обязательно провязываем здесь изнаночный ряд, и затем разворачиваем вязание и начинаем вязать следующий ряд по лицевой стороне со второй петли. Вот каждый начало ряда вяжем со второй петли, конец ряда довязываем до последней петельки, тогда будет ровненький скос. Вот у нас вторая петелька, с нее начинаем вязать. Первую пропускаем там, где у нас крючок, и со второй вяжем столбики без накида весь ряд. Вяжем всю пяточку столбиками без накида. Провязываем до конца ряда, потом со второй петли начинаем вязать изнаночный ряд. Вот таким образом мы провязываем всего 16 рядов. От стельки до верха мы провязываем 16 рядов, то есть у нас получается 8 лицевых и 8 изнаночных рядов. Вот такая должна получиться у нас пяточка. Если мы правильно со второй петельки начинаем каждый ряд, вот так у нас получится. Теперь продолжаем. Здесь последнюю петельку фиксируем и нить обрезаем. На подошве от пятки отступаем 4 петли и в пятую привязываемся. 4 петли пропускаем, в пятую привязываемся. И набираем 20 воздушных петель. Эту цепочку из воздушных петель вот продолжаем вязать вместе с пяточкой, столбики без накида. И здесь заодно прячем конец нити, вот этот, что у нас остался обрезанный, сюда в вязание. В конце здесь тоже после последней петли набираем 20 воздушных петель.
На этой стороне подошвы отступаем 4 петли и в пятую привязываем эту цепочку столбиком без накида. Изнаночный ряд обвязываем цепочку. Сначала вяжем 13 столбиков без накида. Вяжем эти столбики прямо вводя крючок под цепочку. Не в сами петли, а под цепочку. Набрали 13 столбиков без накида, и теперь 3 столбика без накида набираем уже не из-под цепочки, а из петель. Из 3 следующих петель набираем 3 столбика без накида. Из каждой петли столбик без накида. И дальше 6 петель, 6 столбиков без накида из-под цепочки. Вот так же, как мы первые 13 набирали. Теперь здесь продолжаем вязать по рисунку, то есть столбиками без накида. И точно так, как на этой стороне, там же продолжаем сначала 6 столбиков без накида из-под воздушной петли. Я вот на воздушной цепочке отсчитала 6 петель и поставила маркер, чтобы знать, докуда вязать эти 6 петель. Дальше убираю маркер, и вот здесь 3 петли, 3 столбика вывязываю из этих 3 петель. И снова 13 столбиков без накида под воздушную цепочку. Воздушные цепочки обвязали. Теперь следующую петлю на подошве столбик без накида и вяжем в обратном порядке уже по петлям в каждую петельку столбик без накида.
Провязываем весь ряд от начала до конца столбиками без накида. В конце ряда снова в следующую петлю столбик без накида и разворачиваем, вяжем изнаночный ряд, снова столбики без накида. Но в этом уже ряду мы будем довязывать не до конца, провязываем вот столбики все над этой воздушными петлями, да, которые мы обвязывали, потом над пяточкой, и с другой стороны пятки еще 6 петель провязываем и останавливаемся. Вот это у нас внешняя сторона стопы, и мы сейчас будем провязывать застежку, ремешок для застежки, поэтому он должен вот сюда застегиваться. Шесть петель провязали, теперь здесь набираем со следующей петли воздушные петли и набираем их столько, сколько нам необходимо. Ну вот будем замерять просто по ноге, по какой ширине. Вот это первая петля из 3, провязываем ее и дальше вяжем цепочку из воздушных петель. Ну, я буду вязать примерно 45 петель и потом замерю, достаточно ли это для застежки, для ремешка. Вот так я на манекене вам сейчас покажу, просто приблизительно. Это не тот размер, который мне нужен, но я показываю. Вот так мы должны вот в этот объем ноги. Либо мы объем ноги замеряем, либо мы сразу на ногу примеряем, так, чтобы было достаточно застегнуть затем ремешок. После того, как мы набрали цепочку из воздушных петель нужной длины, теперь мы ее выравниваем и начинаем вязать в обратном порядке. Вот сюда ряд, каждую петлю столбик без накида. Провязываем таким образом всю цепочку и потом довязываем ряд до конца. Вот когда мы дошли до конца ряда, здесь мы опять же на следующую петлю на подошве столбик без накида и возвращаемся по вот этому ряду вот сюда, вяжем эту часть, потом цепочку, все это столбиками без накида, и по другой стороне цепочки здесь разворачиваемся и довязываем ряд уже вот сюда. Продолжаем вязать по пяточке на боковую часть до конца этого ряда лицевого. Единственное, что нам тут надо будет сделать, я сейчас покажу, вот здесь нам надо будет сделать убавление. Сделаем 2 убавочки вот здесь, 2 петли провяжем вместе, и вот здесь провяжем 2 петли вместе, чтобы немножко пяточка у нас закруглилась.
Вот берем, протягиваем нить, не довязываем столбик, еще один раз протягиваем нить, не довязываем столбик и провязываем 3 петли на крючке вместе, сделали убавку. Точно таким способом делаем вторую убавочку. Опять же протягиваем нить 2 раза в 2 петли и провязываем 3 петли вместе. Дальше вяжем до конца ряда столбики без накида. Продолжаем вязать без убавок уже. Когда вот дойдем вот сюда до конца ряда, то потом разворачиваемся и вяжем ряд изнаночный назад вот сюда по вот этой вот нашей шлевочке по ремешку и снова до конца ряда столбики без накида. И здесь уже в конце ряда обрезаем нить. Все, вот пяточку мы полностью уже закончили. Конец нити у нас вот этот, что остался, мы прячем в вязание. Сюда сбоку надо будет прикрепить застежку. Какую я еще не знаю, но подберу что-нибудь, думаю, красивое. К таким ниткам хочется что-то такое оригинальное. И последний штрих на пятке, вот так нужно обвязать вот эти боковые части, как вот здесь я обвязала уже одну сторону. Это просто столбики без накида по кругу, полностью обвязать. Тогда будут ровные такие края и будет очень красиво смотреться. Вот теперь пяточка полностью готова. Нитки лишние вот эти мы не обрежем, а спрячем. И можно уже будет приступать к переду. Вот здесь сейчас будем намечать для пальчиков расстояние. Я отступаю где-то 3 сантиметра от носка, от мыса, и вот здесь делаю наметочки, ставлю маркеры, выравниваем тут, чтобы прямо шло вязание, чтобы потом не косило, и второй маркер на другую сторону поставим. И теперь от этого маркера следующую петельку начинаем набирать воздушные петли. Набираем тоже столько же петель, сколько нам необходимо для пальчиков, смотря на какую ножку вяжем. И примеряем так примерно, чтобы свободно проходила вот рука. Если мы туда руку поставим под эти воздушную цепочку из воздушных петель, чтобы оно не стягивало. Я сначала набрала 20 петель, но потом примерила, посмотрела, нет, пальцы туда не проходят, поэтому набрала 26 петель, потом добавила еще. Смотрите, как вам, чтобы было комфортно, но и чтобы не совсем широко было. Здесь еще зависит от пряжи, из какой вы будете вязать, поэтому некоторая пряжа очень сильно тянется, надо быть просто аккуратным, тогда может быть поуже делать перед. Ну а вот у меня пряжа практически не тянется, поэтому здесь я поплотнее сделаю впереди. 26 петель мне хватает. Цепочку присоединяем к другой стороне, вот здесь возле маркера,
в первую петелечку столбиком без накида. И теперь эту цепочку полностью обвязываем таким же количеством петель, которые мы набрали на цепочке, мы обвязываем столбиками без накида. Вот обвязали, присоединяемся к боковой части столбиком без накида в следующую петлю. И разворачиваем вязание, вяжем, будем вязать изнаночный ряд. Изнаночный ряд начинаем со второй петли, вяжем столбиками без накида до конца ряда в каждую петельку. В конце ряда то же самое, привязываемся к боковой части подошвы, следующую петлю столбиком без накида и будем вязать лицевой ряд. Также столбиками без накида от начала до конца ряда. В этом ряду присоединяемся столбиком без накида в следующую петлю и затем 3 соединительных столбика. Теперь мы будем с изнаночной стороны вязать арочки. Набираем 2 воздушные петли, затем отступаем 2 петли, пропускаем и вяжем вот здесь столбик с одним накидом. Накид и столбик с одним накидом провязываем. Дальше аналогично будем вязать опять 2 воздушные петли, накид, пропускаем в ряду в предыдущем 2 петли и снова будем провязывать столбик с одним накидом.
Вот 2 воздушные петли, 2 петли пропускаем и столбик с одним накидом. Две воздушные петли, опять 1, 2, 2 петли пропускаем в третью, столбик с одним накидом. Вот такие арочки получаются. 2 воздушные петли снова, 2 петли пропускаем и в третью столбик с одним накидом. До конца ряда делаем такие вот столбики. В конце ряда провязываем 2 воздушные петли и вот здесь на боковой части отступаем от ряда предыдущего 2 петли и в третью столбик без накида. Вот такой простой узор, никаких сложностей, просто арочки получаются, но смотрится очень симпатично. Лицевой ряд, в следующую петлю провязываем соединительный столбик и потом под каждую арочку вяжем 2 столбика без накида, а над самим столбиком с одним накидом вяжем тоже столбик без накида. Под первую арку 2 столбика без накида. Теперь вот сюда, прямо над столбиком, столбик без накида. Под следующую арочку снова 2 столбика без накида. Над столбиком с одним накидом снова столбик без накида. И так продолжаем до конца ряда. В конце ряда в следующую петлю провязываем столбик без накида. Вот ряд мы этот закончили. Теперь соединительный столбик и начинаем вязать изнаночный ряд.
Изнаночный ряд начинаем со второй петли, вот отсюда вяжем весь ряд столбиками без накида, доходим до этой стороны, до конца ряда, затем опять же соединительный столбик, вяжем лицевой ряд тоже столбиками без накида, и на следующем изнаночном ряду опять вяжем столбики с одним накидом, делаем арочки. Вот это мы будем повторять, то, что мы сделали прошлые ряды, повторяем снова и снова, провязываем таких 4 фрагмента. Думаю, что дальше уже понятно. Вот здесь отступаем, провязываем 3 соединительных столбика и затем начинаем вязать арочки. Делаем накид, отступаем 2 петли в предыдущем ряду, вяжем первый столбик, потом 2 воздушные петли, отступаем 2 петли, вяжем второй столбик с одним накидом и так далее. В конце ряда пропускаем 2 петли, в третью присоединяемся столбиком без накида. Затем провязываем 3 ряда столбиками без накида, лицевой и изнаночный, лицевой и изнаночный снова с арочками. Вот так у нас получается перед. Вот 4 таких фрагмента, очень симпатичные, я думаю, получились босоножечки. Осталось их украсить. Я думаю, что впереди ничего не надо, очень красивая пряжа с блеском, поэтому будет какое-то красивое только украшение сбоку. Я сделаю какую-то красивую застежку. Дорогие друзья, если это видео вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забудьте подписаться на канал, чтобы получать уведомления о следующих видео. Если есть вопросы, пишите их, пожалуйста, в комментариях. Я обязательно отвечу. И до новых встреч, друзья!